Ну вот новый день в Саратове. Что-то пилит, что-то делают. Там где-то гостиничка была. Ярко, красиво. Ну а мы идем к Форду. Забирать Форда. Как он там один без нас стоит. Что-то тут делают. Вон видно внутри, как все перекрытия обсыпались, обвалились прямо. Вон там пожар был. Вот как оно. Ничего не осталось, одни стены. Мы снова идем этой спецтропой к парковке. Тоже вот историчности. Старое здание. Вот как-то вот этот кусочек еще работает здание. А там он явно уже без крыши. И это уже без крыши. Тоже такая древняя древность. Аварийность. Да, она тоже горела. Видно, что перекрытие сгоревшее. Ну, а мы идем дальше. Ух, какая тут глубиночка. Вот тут вообще вон домик спрятался. Такой вот маленькая дача чья-то. И здесь тоже вон вообще вон дворец целый спрятался. С сараями такими старыми. Со складами. Вот это, вот это вот, конечно, вот это вот самое поразительное здание. Стоит так тихоря. Здесь у него крыльцо какое, подвалчик вон там у него. Еще чья-то усадьба поместье. Красиво, красиво. Обалдеть. Обалдеть. Это еще пробка на выезд. О, зашибись. Пошли обгонять. Пока люди разберутся, кто куда. Ну так вот тут и живут. Причем этот заезжает, тот выезжает. Все-таки, наверное, тут это мы пройдем. Иди. Это пройти-то сложно. Все смешалось. Кони, люди, звери. Говорится, вот совпало. 2 машины туда ехала и 2 сюда. В итоге эти 2 выезжают, а я тоже. Ну все, разобрались. Интересно. И еще вон хотят заехать. То есть 2 машины на выезд, 4 на въезд, оказывается. Ужас. А вот и стояночка, где стоял Форд. Вот такой вот, короче, закуток. Там вон древние дома, тут древние дома. Там какие-то древности, какие-то новостройки. Короче, тут вот как-то так вот все напыкано. Фиг пойми тут как, что сделано, устроено. Просто какая-то территория, похожая на закрытую, типа центр города. Вот такой вот он, Саратов. Такая смесь старой застройки с новой застройкой. И столько машин в центре города я просто в жизни своей не видел. Ну, в Минске столько машин в центре города, нет, сколько в Саратове. Саратов — это просто центр машин. По-другому я это назвать не могу. Тоже красивый Саратов. Смесь. Ну, вот сейчас чем-то Махачкалу напоминает. Примерно. В Махачкале есть примерно похожая улица. Типичный день в Саратове выглядит вот так вот. Одни пробки, блин. Хотя сейчас уже почти 11. Как бы пробок быть особо не должно. Чтобы вы понимали, как Саратов выглядит. Город почти 1 миллион жителей. И, похоже, 1200, наверное, едут в центр работать. И все пытаются где-то здесь запарковаться. А здесь же это маленькая одноэтажная застройка. Здесь, в принципе, каких-то паркингов нету, площадей никаких нет, где тачку поставить. Метро нет, поэтому здесь только автомобиль. Поэтому здесь, видимо, такие пробки образуются, что всем надо как-то приехать на 4 колесах. Там какие старые дома справа, древние, древнючие. Старые домики у нас слева, справа. Тоже как бы такая вот деревянная застройка. Старая деревянная застройка. Перемешку с новой застройкой. Где-то, наверное, из самой окраины, с самого центра выехали. Сейчас уже почти на окраине. Давайте посмотрим, что у нас тут есть.
И не успели мы весело пролететь, как опять пробки. Да, из Саратова долго будем выезжать. Оказалось, 11 утра уже все же должно быть все закончено. А нет, вон стоит пробка прям до самой. Вообще не понимаю затею этой пробки. С чего она образовывается? Ну, как бы по карте это выглядит вот так. Как будто там какая-то развязка, и развязка давит пробку. Ну а вот мы доехали до этой злополучной развязки, которая пробку создает. Я бы не сказал, что здесь что-то такое критичное. Просто вот какой-то хаос, кто-то куда-то пытается ущемиться, едет не по своей полосе. Куда ты нахер щемишься? Полоса одна. Ну вот поэтому и пробка. Вот. Широкая полоса. И между полосами может протиснуться еще одна машина. Местные знающие пользуются. Вот и заторы образуются. Просто надо ехать всем, не нарушая по своей полосе. И пока я тут стою, пытаются в меня вщемиться. Пошли нахер. Вы едете не по правилам, не буду вас пропускать. Вы едете не по правилам, болта. Никого не пропущу. Стойте дальше. Это мы остановились. Это, видимо, не понимаю схему. Помеха справа. Походу, да. Интересная схема на перекрестке. Ну о, пошла нормальная дорога. То есть там в центре вообще коллапс полнейший. На окраине чем-то напоминает Санкт-Петербург. Но тоже тут еще промка длинная-длинная. Еще ехать и ехать по Саратову. Дубовая роща. Как мы видим, вот слева чуть березочки, а справа вот одни дубы. Просто много дубов. Свернули на маленькую остановочку. На посмотреть, что тут есть. Емельяновский лес называется. О, вот это красота. Как же давно я в лесу не был. Обалдеть, как все лесное, все зеленое. Вот это да. Вот это красота, конечно. Обалдеть. Лес, причем дубовый. Это мне нравится. Нравится. То, что грязно, не нравится. Но уже остановился. А тут у нас происходило что-то непонятное. То есть тут что-то палилось, причем совсем недавно. Посуда. Здесь какие-то стекла паленые. А вот здесь как будто какой-то двигатель спалили. Потому что вот поршневая. Так. От него какой-то радиатор. Вот видно еще один радиатор полили. Вот видно, как оно горело. Ну, это алюминий поплавившийся. Это трамблер. Короче, жигулевский мотор, скорее всего. Вот алюминий поплавился. Все сгорело. Стопора. Вот это вот поршня с гильзами. Вообще ни хрена непонятно. Причем спалили и до конца аж не забрали все. То есть тут вот видно, какой-то мини-пожар произошел. Видимо. Ну, то есть вот это вот чуть-чуть все подгорело.
Здесь какая-то херня. Вот радиатор, печки. Алюминиевый. Ведро какое-то. И вот оно, дерево горело. Вообще ни хрена непонятно, что тут пытались сделать. Вообще. Ну, чуть весь лес не спалили, это точно. Как же хорошо в лесу. Как я отвык от леса, отвык от одуванчиков, травы. Я же как бы когда уезжал, оно только-только начиналось, сейчас уже все такое зеленое. А здесь еще и дубовая дубрава. Вот дуб. Короче, одни дубы в этом лесу с соснами. Это первый лес. Ну ладно, не первый, может уже, который на пути был, но именно первый лес, в который я зашел. Красиво. Заправился фордярка на этой заправке газом. Газ по 27,9. Конечно, на 20 копеек дешевле, чем в Беларуси за литр. Но уже, конечно, не Казахстан. Уже, как бы, считаю дорого для себя. С фордяркой проблемы с передним ступичным подшипником. Свистит, гремит. Уже, как бы, последнее доезжает. Надеюсь, до Тамбова 90 километров доеду. Там сразу буду менять. Потому что уже все, каюк. Ну, фордярка, живи. Сейчас уже едем через знаменитый Тамбовский лес, где водятся тамбовские волки. Сам прикол, что этот лес подходит прямо к центру города. То есть прям центр и этот лес. Вот такой вот город Тамбов. Подшипничек иногда гудит, иногда не гудит, но понятно, что ему уже плохенько, и он доезжает свои последние 33 километра до места гостиницы и замен. Продолжаем ехать. Уже еду медленно, 80, чтобы его не перегревать сильно, чтобы он сильно не гудел, не шкварчал, потому что как-то стрёмненько, чтобы колесо не отвалилось. Пригород Тамбова, чуть-чуть шанхайска, столовушка, пятерочка, аптека, красная, белая, продажа квартир, венки, цветы, короче, все, что нужно для жизни. До гостиницы 4 километра. Но ступица уже просто уже гудит, свистит, ворчит, что она только не делает. Даже вот так делает. Просто вот, я уже не знаю, как говорится. Только доедь. Сейчас еще через центр проехать самое надо. Для более острых ощущений. Просто уже подшипник, все развалился, вообще трава полная. Уже страшно на этой тачке, блин, когда рядом приезжает кто-то, бля, просто ахнул.
Гитлер капут, короче. Вон моя гостиница Платунушка, где мне тут запарковаться. Чи есть тут запарковаться, то он. А вот и номерок. Тут спать, тут лежать, тут срать. Понятно. Ну что, начинаем ремонт Форда. И первая стадия — это разгрузка, поддомкрачивание, снятие колеса. Погнали. Такого еще чуда я в жизни не встречал. Колесо просто, наверное, за счет суппорта, блин, держится. Обалдеть. Когда ехал, вообще не представляю. Ну, снимаем, откручиваем ступицу. В принципе, проблем быть не должно. Два болта не пошло. Пробуем их разогреть. Два болта не откручиваются. Теперь настало время тяжелой артиллерии, это болгарки. Погнали. Она не достает. Вот это охрененно. Окей. Вдруг может быть, и достанет. Не сильно поможет. Что, настало время, как говорится, каменных технологий каменного века. Будем отпиливать пупсики болтов, пробовать, как пойдет. Все, пилим болт. Точнее, его пустик. Половина отпилена. Опа! Охренеть, достал. Ой, господи, тут какая-то еще херня стоит непонятная. Типа пыльничек какой-то. Интересно, интересно. Ну ладненько, уже легче. Вода из мусульманского святого источника. Призываем на помощь Аллаха. И герметик манол. Потому что у нас, как говорится, сняв вот эту вот ступицу, увидел, что есть тут герметик. Скорее всего, это герметик, чтобы не корродировал вот эта часть, потому что зазор довольно-таки большой, и она болтается. Поэтому сейчас мы берем точно такой же герметик, заводской фордовский герметик манол, и наносим на вот эту вот штуковину и размазываем. К сожалению, перчаток у меня одноразовых нет, вот я не позаботился, поэтому размазываем просто пальцем по кругу и пошли. Вот так вот, так вот, вот так вот, просто вот все сводим на герметоз. Вот так вот, так вот, вот так вот. Может, ее и меняли, конечно. Ну, как бы будем соблюдать технологии, которые у нас видны невооруженным взглядом. А которые не видны, будем сами догадываться. Теперь показываю, как можно очистить палец от герметика. Кто не знает, как очищать пальцы от герметика, вот так вот. Опс, 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 опс. Потом тряпочка. Тряпочка. Так, и теперь у нас будет свадьба. Потому что свадьба — это что? Это когда одно входит
зацепление с другим. Свадьба у нас будет выглядеть вот так. Берем вот это вот и ставим дырки в дырку. Вот так вот. Вот так вот. Ох, красава. И теперь берем болты. Болты, как видно, были на фиксаторе резьбы. У меня тоже фиксатора резьбы нет. Ах ты ж, ё-моё, не так ставил. Достаем. Ищем разъем датчика АБС и теперь вставляем. А так бы вставил бы, поехал бы. О, все, зашибись. Как-то так. Так, теперь вопрос. Что-то мне делать с резьбовым этим или не делать с фиксатором резьбы? А его у меня нет. Значит, садим просто на сухую. Хорошо, чистим болты, закручиваем. Все. Все, тормозной диск прикручен. Вот эта штукенция уже стоит. Как-то тут была. Непонятно. Вот же твоя эта формочка. Опс, опс, все. Зашипил эту штуку. Так, а это значит была вот так. Вот так вот. Все. Все. Ступица крутится. Нормально. Сейчас еще тормозной. Конечно, тут вот это вот направляйки. Ну ладно, они уже еще как-то доедут до хаты. Все, можно ставить даже колесо. Прикиньте. Вроде как не болтается ничего. А вот как вот это болтается. Просто она уже заклинила, пока я ковырял туда-сюда. Уже все. Так, где наш герой дня? Это колесо. Признак того, что ремонт завершается. Это установка колеса. Так, значит, это у нас стоит, все стоит. Все прикрутил. Выдружаем колесо. Так, колесо ж тяжелейшее. Он же, блин, еще и навесишь его с первого раза. Болтярку подогнать. О, все. Все. На месте. Где-то моя смазка. Где мои болты? Вот мои болты. Мы их по-быренькому. Подмажем. Хотя так вроде делать нельзя. Ну ладно, я делаю. Короче, теперь тест колеса. Вообще намертво сидит. Даже не шелохнется ступица. А та, получается, тоже подумирает правая. Но она как бы еще чуть живее, чем левая. Она, по идее, до хаты 1200 километров должна дойти. Это ошибись. Выходит. Все, теперь снимаем, собираемся и отдыхаем. Ну вот, все и собрано. Все вещи уже покладены в Форда, загружены. Осталось только помыться и идти жрать. Подшипник стоит на месте, колесо закручено, все зашибись. Просто лети и лети, Фордяра. Лети высоко, лети на край планеты. Кстати, наш отель находится прямо около рынка. Такого вот старого, такого шанхайского. Рынок работает до 5. Пусть сейчас 5:45, но в 4 тут уже почти ничего не было. Ну, как бы такая вот торговля, движуха, конечно, была. Там можно овощей, фруктиков купить. Может, завтра с утра выйдем что-нибудь купим, посмотрим, по рынку походим. Так, идем в кафе Жар Пицца. Очень вкусное кафе, все рекомендуют. Все ташкентцы балдеют от него. Со слов всех ташкентцев, естественно, которых я знаю. Обратите внимание на реставрацию. То есть было какое-то такое вот здание. А вокруг построили такое, ну прям мое почтение, такого я не ожидал увидеть. Охренеть. Интересно, интересно. Так, это у нас что-то написано. Дом купца Аносова, Скомлевского построй, вторая половина 19 века, охраняется государством. О, как его интересно. Дом купца, понятно.
здесь. Короче, какой бы город ни приехал, всегда иду в секонд-хенд. Обожаю секонд-хенды. Давайте посмотрим, что у нас тут. Сверху ничего не оказалось. Идем вниз. Лондон, одежда из Англии на вес. Они до 4 закрыто. Ну ладно. Ничего не купил, идем уже точно есть. Ну, после секонда, естественно, надо зайти поесть. Так сказать, заесть горе. Из-за того, что 2 больших магазина, а я ничего не купил. О, места есть, все зашибись. Кушаем. Все, поел, жар птица. Теперь иду в Тамбов гулять. Какая тут красота. Просто красивейшая улица. Заметьте, никакой суеты. Я вот возвращался из Саратова, а еще когда ехал с Дагестана, из Волгограда. Так там тоже такая суета. Что в Саратове, что в Волгограде. Просто побыстрее бы уехать. Обратите внимание, какой спокойный город Тамбов. Какие нормальные улицы. Какое все вот, ну прям вот. И того хватает, и архитектуры, и красоты, и прогуляться можно. Все кайф. Короче, идем по Саратову и вот интересную вещь наблюдаем. Вот дом, а вот пристроечка. Вопрос. Первые 3 этажа куда смотрят? В пристроечку? Или же первые 3 этажа и не были? Ну, в принципе, никогда. И эта пристроечка строилась одновременно вместе с домом. Давайте заценим. Заходим. Здесь машинки, видимо, по тротуарчику вот так чих-чих-чих заезжают, паркуются. У нас что-то зашито непонятно. Видимо, утеплитель. Давайте посмотрим первые этажи. Ну, тут, походу, проектировалось так. То есть, как-то непонятно, есть квартиры, нет. Но вот с 3-го этажа, с высоты пристройки... Не, походу, это заводское. Обалдеть. То есть этажи не смотрят в пристройку, первые 3. А после 3 они начинаются. Очень мудрено, очень мудрено. Еще всем красиво Тамбова и того места, где мой Форд издал последнее предупреждение по подшипнику. Вот именно на этой площади, когда я останавливался. Тут у нас такая вот красотень. Тут у нас ремонт в виде стяжек, плакатов. Там у нас Бегемот какой-то, бизнес-центр. Ленин, улица Тамбова. Какой спокойный город по сравнению с Саратовым. Просто все просто едут и все, никакой суеты нет вообще. Просто спокойное вечернее движение, то есть нигде стоять не надо, ничего. Уже 2-й раз в Тамбове и вот этому удивляюсь. Насколько город от города в России может отличаться. А я иду такой печали, что фонтан не включили. А он типа как-то тут выключается постепенно. Ну да, вот он с подсветочкой. Слушай, а я когда был вечером, в прошлый раз я видел, как он светится. Точно, я вспомнил. Вот вставочка из другого путешествия осеннего. Прикольно, фонтан в Тамбове. Блин, жаль, что музыки нет. Вообще можно под музыку что-то изображать. Ну классно же. Обалдеть. Тамбовский фонтан. О, какая Нива. Мне нравится. С такими колесами, да еще с навьем. Можно прям ехать рубиться. Подрезанные арочки. Все как мы любим. Класс. Класс. Ох ты ж, ё-моё, в Тамбове какая солидная организация тут. Прям в центре города. И зеленая, и такая прям. И одни заборы. Вот я хочу пройти, блин, и смотрю, одни заборы. Фиг пройдешь по прямой. Придется обходить. Там у нас Тамбов. И там у нас Тамбов. Всем Тамбов. И вот тоже интересное здание. То есть, ну, такое. И такая вот пустая территория. Ну, просто пустая асфальтная, староасфальтная территория. Тоже интересно придумали. Флаг Казахстана, России и еще какой-то страны. Точно не Беларуси. Вот вот такое вот здание. Это тоже к чему-то там, к церкви, наверное, относится. И тут вот идем на набережную. Министерство финансов Тамбовской области. Хорошее у них знание. То есть вот там вот все бабки. Вот здесь Министерство финансов.
Все финансирует, все министерит. Прям к Богу сходил, денег взял. Детей в школу отвез около министерства. То здание, которое я говорил, это школа. Оказывается, вот так вот прям с церковками. Информационный стенд, место массового пребывания людей, площадь музыки. Ага. Схема эвакуации. Во все стороны, короче, разбегаемся. Так удобно стоит стенд, что вот прям вот, что мне надо потоптать его. Так, короче, если что, бежать туда, но не в воду. Короче, от воды вот так вот. Вот так, то есть 3 дорожки в ту сторону, одна дорожка назад, одна вот так и одна, короче, еще заворачивает. Все, я понял. Стенды изучили. Понятно. И около Министерства финансов Росреестр. Тоже себе такое здание. Блин, на что похоже? Я вот не могу понять. Вот какая-то шахматная фигурка, кораблик, я не знаю, апсида церковная, какая-то там, как это называется, перископ, телескоп. Интересно, интересно, но непонятно. Так, у нас вот эта вот речка, которая является... Ну, где тут крепость-то построили? Короче, из истории Тамбова. Тамбов изначально построили 20 километров севернее, но оказалось, что место неудобное, и его перенесли сюда, а название, типа, решили сохранить. То есть, какая-то там речка, Тамбовчан, ну, это какой-то северный Тамбов, или как там называется. Она чуть в другом месте, а крепость перенесли сюда с этим названием. Рахманинов 43-й год умер. 73-й, 43-й. Вот тут он, оказывается, и был. Вот такой мужичинка. Так, ну что нам? Надо идти вдоль реки посмотреть, что там происходит. Все-таки на что это здание похоже какой-то... Я вот помню в детстве какой-то утюг в деревне дураков показывали. Там какой-то Гитлер Капут, какая-то передача была. Вот там как будто такая же самая херня ехала. То есть оно, не знаю, кота мне напоминает, сфинкса напоминает. Что только не напоминает. То есть вот это вот такая... Там какие-то колонны, там такое. Ну, прям чисто вот эта вот российская московская архитектура. Так уже налеплено всяких этих. Стиль, короче. Вот и набережная с речкой местной. Красиво, красиво. Ну, это здание, вот, не знаю, что напоминает, вообще непонятно. О, кстати, это местные тополя узбекские с высокими этими. Кстати, у них так ветки растут, чтобы ствол защищать от солнца. То есть ствол в тени, в итоге дерево выживает. Короче, был я тут в конце сентября. До сих пор, короче, все тут это делают, пробуют эту канализацию делать. Тогда что-то там делали. Вон там, где трактор стоит. И сейчас я смотрю, все никак не решат вопрос с канализацией. О, горки американские. Сейчас едет. Нормально так. Вух. Сейчас еще его. Фух. Нравится. Ладно, идем на мост. Короче, оно еще в сентябре, вот этот генератор насосный тарахтел здесь. Короче, он просто сутками тарахтит. Ну тогда была вообще ужасная установка. Она тарахтела так ужасно, что невозможно. А сейчас я смотрю, поменяли тарахтелочку. Теперь тарахтелочка другая, насосная. Короче, все что-то тут идет ремонт. Какая-то что-то тут отсасывает, там засасывает. Очень все понятно. Это сейчас я приехал с той стороны. А когда я сюда приехал со стороны Волгограда, так я думал, что здесь как бы дальше просто лес. А здесь, оказывается, просто, ну, люди живут. Дальше частный сектор. То есть вот такая вот речка, вот такой вот мостик. Короче, если на нем очень в такт прыгать, вот люди прыгают, начинает чувствоваться, как он расшатывается. Классно. Короче, аттракцион «Американские горки», называется «Циклон» здесь. Билеты куплены. Говорится, надо пробовать. А то что это мы? Старые 35-летние старперы
ничего никак это не поедем. Все, ща махнем как надо. О, видишь, как хорошо нас завязали. Уже страшно. Страшно так. Реально страшно. Вот мы оттуда плюхнемся. Ё-моё. О, ё-моё. Ох ты, блин, я ногой побился еще. Ай, блин! Блять, как больно. Втопись в этом. Как я понял, ногой-то становлюсь. Мне тоже больно. Блин. Детское торможение написано. Ага. Ой, ты ж. Сильно стукнулся. Да нормально, так 2 раза ляпнуло. У меня тоже. Должно протрезвел. Когда в сознание пришел. Упс. Что, повторим? Не. Все, ноги твои козёлки. Ага. Ох ты ж, ё-моё. Короче, я 2 раза больно ногой ударился об этот поручень. Ё-моё, у меня всё, руки, ноги трясет. А ну реально страшно, падаешь и потом вух. Короче, набоялся, настрадался, набился, настукался ногой. Теперь идем просто на колесо обозрения, на на детский уровень просто посмотрим, посидим. И реально, я чуть иду после вот этого вот. Ну, как будто так уже меня поколошматило, как будто, я не знаю, на мотоцикле много покатался. У меня последний раз такой страх был, когда я падал с парашютом из самолета. Примерно вот 1 уровень страха. Ну, и вот этих вот ощущений. Вот вид с колеса обозрения. Как мы видим, леса, вот эти тамбовские. С той стороны главный лес, а с той стороны просто поле. У нас закат. Вот такой вот это парк. Красота, красотень. Ну, тоже, если вот вниз смотреть, тоже так страшновато, конечно. Ну, вроде как конструкция надежная, болты не ржавые на крепежках. Красиво, красиво. Любуемся красотой. Изучаем инженерию, как это работает. Короче, вот цепь с солидолом. Просто 2 колеса этих. Там электромотор с редуктором. Таким, с нормальным редуктором. Ага, все понятно. Я могу такое же самое. О, какое все в масле просто. Все крутится, крутится. Так, и теперь спускаемся. Все, можно выходить. Соборная площадь. Все что-то самолетики запускают. Тоже нормально, нормально, нормально. Мостовой столб до Москвы 448 верст. Памятник архитектуры, здание почтовой конторы 768 года. Охраняется государством. Дальше у нас улица Октябрьская. Машинок. И там будет гостиница, где я был в сентябре прошлого года. Такой вот тут парки. GoPro-шка села, поэтому теперь вот на этой камере, на айфоне, где все трясется и трясется. Еще и гостиный двор, то есть бывшие торговые ряды. А теперь идем в Россикс. Там тоже есть свои приколюхи. Пусть это KFC. Вот и прикол, что внутри Россикса это вот такая вот лестница. Чудесница. Вообще классно. Обалдеть, если так разобраться. Тут вот уже аж стертые ступеньки. Красиво, короче. Короче, я не устоял и купил картошечки в KFC с кока-колочкой. Как называется, Россикс Milkshake, но это кока-кола.
Вот такая вот тут улица. Октябрьский проспект, по-моему, или как называется. Вот такая красота. А вот еще дома. Идем по Октябрьской улице. Тоже такой вот райончик. Такой вот более простой. Но это как бы район рынка. Вот со следующих, после перекрестка уже рынок начнется. Так, тут вот такие вот дома. Классненькие. Старенькие, древние, полузаброшенные. Идем дальше. У нас слева рыночные дела. Дела рынка. А справа у нас историческая всякая вот эта вот купеческая застройка. То есть, я так понимаю, когда-то она была и с этой стороны. Но сейчас у нас здесь что-то произошло. Наверное, все снесли. И теперь образовался рынок Тамбовский. Такой вот рынок. Люблю рынки. Ну, какие домики стоят. Прям вообще в землю бросли. Вот такие вот маленькие, прям такие старенькие, деревянные. Что там окна почти в земле уже. О, какие дома. И прямо напротив рынка. Считаю, что центр Тамбова. Тут таких вот зданий полно. Это только здесь. И когда считается, что около рынка такая ситуация. А там дальше еще поинтереснее. А это вообще вон стены. Окна забиты. Но тоже старое здание. Никто особо не реконструирует. А прямо напротив этих домиков еще вот такие вот домики. Ё-моё, какая красота. А вон прям изразцы наверху. Вот какие. Красивый, заброшенный старый домик. О, как. Обалдеть. Обалдеть. Еще вот заход во двор. Заезд. Тоже, я так понимаю, вся вот эта улица, где был рынок, тоже когда-то были вот такие вот дома. Фух. Красиво, красиво. Ну, а в этом еще даже кто-то пытается жить. И похоже, что очень успешно. Вот какой прикольный домик. Тоже уже врос. Или засыпали его. Красивый, красивый. Такие. Старенький, древненький домик. Идем дальше. А вот и гостиничка, где я жил, когда возвращался на Баджаджи с Дагестана. Тоже отличная гостиница, отличные номера. Можно мопед загнать на территорию с закрытой парковкой, то есть с той стороны там есть ворота. Можно здесь оставить, как тебе удобно. Вот, кстати, магазин «Линия». Очень прикольный, мы в него еще зайдем. Идем смотреть на какого-то волка, чтобы вы понимали, где я. Так хочется на волка посмотреть, какого-то на Maps.me волка нашли. Идем смотреть. Я уже не уверен, что он вообще существует там. Сейчас просто дойдем, а его там нет. Какой же волк там будет? Если бы я знал, я бы на карту посмотрел бы. Сразу понял бы, что сюда тащиться не надо. На эту окраину. Ну, вроде от центра недалеко, но все равно. Где этот гребаный волк? Сейчас еще окажется, что он за забором, вот затем. Его там никогда не было. А вот он и волчара на территории гостиницы. Отмечен. Давайте посмотрим, за кого я тут так долго шел. Когда ты людям даришь радость, тамбовский волк тебе товарищ. Тамбовский купец. Понятно. А теперь заходим в магазин «Линия». Торговый центр, супермаркет круглосуточный. Очень-очень прикольный. Давайте посмотрим, что там есть. Вот такой магазин, я же говорил, прикольный. Что тут только нету. Вот этот называется аккумулятор холода. Прикольно, он даже с водой, типа с какой-то, типа солью. Элемент холода. Замораживаешь и вместо холодильника используешь. Тапочки. Смотри, какие тапочки. Кемолюксы всякие. Очиститель универсальный. Может, я себе тут тапки даже куплю новые. Чем еще мне этот магазин нравится, так это то, что здесь есть всякие вот вкусняшки. Ну так, очень здоровый магазин. Здесь просто все есть. И цены иногда ниже, чем, блин, в придорожном ну, вот этих продажах. Арбузы так точно раньше дешевле были. Вон там был магазин. А вон тут я живу. На рынке. Прямо на рынке. Ой, тут вот такие вот старые домики тоже есть. Хватает, короче. Туда типа стоянка этих всяких газелек с овощами, с фруктами.
Вот офигенный город Тамбов. Никакой суеты, никакой толкучки. Вот свободно дышится, в отличие от Саратова. Вот Саратов и Волгоград просто вот по движухе, по вот этой вот по энергонасыщенности автомобилями вот примерно одинаковый город. Я не знаю, вот еще как Подмосковье похоже тоже на Волгоград по ощущениям, сколько машин, и на Саратов. В Тамбове вот идешь спокойненько. Фабрика обуви из натуральной кожи. Вот там обувь шьют, никто никому это не мешает, ничего. Газельки стоят мирно, спокойно. Привезли, наверное, какой-то там товарчик. И вон мой Платончик. Только не тот Платон, которым дороги платят, а гостиница Платон. От слова плата или от имени Платон? Непонятно.